Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Ну и не подписчики тоже, конечно, здравствуйте. Потому что очень скоро вы этими подписчиками станете, хотя, может быть, пока вы об этом еще не в курсе. У нас сегодня с вами эфир из самолета компании British Airlines, на котором сборная Украины, которую формирует рыболовный клуб Кричевич, летит на чемпионат мира 2019 в Йоханнесбург. И так как у нас есть 3,5 часа свободного времени, а интернета в этом самолете нет, в самолете Лондон-Йоханнесбург он будет, тут его нет, заняться нечем, мы решили снять видео. Напоминаю схему работы. То есть вы в своих комментариях задаете те вопросы, которые вас интересуют, мы же на них отвечаем. Очень многих людей интересует ловля с точки. Нужно ли всегда ловить с точки? Об этом мы поговорим в следующих наших видео. А сейчас очень узкий вопрос, о котором многие подписчики спрашивают и им интересуются. Если есть дистанция, к примеру, 100 метров и глубина в точке 5-6 метров, то нужно ли делать поправку на глубину? Сколько заклипсовать с помпы, сколько заклипсовать, либо поставить метку на удилище? На этот вопрос мы ответим в конце. Мы в помощь возьмем обычную математику, геометрию все в школе учили. Ну а сейчас мы просто пойдем по самолету и спросим у ребят, которые формируют сборную Украины, что они думают по этому поводу. Ну а пока ребята будут отвечать, внизу есть такая большая красная кнопка «Подписаться». Вы на нее жмете, ну и тогда мы с вами будем дружить гораздо чаще. Только, ребят, я сразу скажу, сори за качество. Самолет шумит, с этим ничего сделать нельзя. Но у нас есть два варианта. Либо выложить видео в таком качестве, либо вообще его не выкладывать. Мы посчитали, что лучше выложить. Итак, идем к нашей команде. Где наша команда? Тут. Леха. Да. Скажи мне, если дистанция 100 метров и глубина 6 метров, нужно делать поправку на глубину, если ты хочешь ловить с точки? Нет. Там 10 сантиметров разница. Миша, Потеря Пифагора. нужно? Что? Если у тебя дистанция 100 метров, а глубина 5 метров, Подожди. Все, и Пифагора. нужно ли делать поправку на глубину? На что? На глубину? Да, нужно. Сколько? 10 метров хватит. Метр хватит. Метр много. Метр много, а вот Леха правильно сказал, сантиметров 10-15 можно делать. И не более того. Сантиметров 10-15. Коля. Снимаем видео для YouTube канала. Если у тебя дистанция 100 метров и глубина 5 метров, нужно ли делать поправку на глубину? Я бы не делал. Дима Лавриненко, рекордсмен Украины по дальнему забросу. Дима, вопрос. Дистанция 100-110 метров, глубина 5-6 метров в точке. Будешь ли ты делать поправку на глубину? Скорее всего, я этим вопросом заморачиваться даже не буду. Заклипсую палки на ту дистанцию, на которую мне нужно, и буду ловить на них. Амир, снимаем видео для YouTube канала. Дистанция 100 метров, глубина в точке 5-6 метров. Будешь ли ты делать поправку на глубину? Нет, не буду. Игорь. Дистанция 100 метров, глубина 5 метров. Будешь ли ты делать поправку на глубину? Я что? Что и моя, то сам и скажу. Игорь, видео для YouTube канала. Итак, допустим, вот это вот у нас берег. Вот тут вот у нас стоит рыбак. Он на 100 метрах нашел точку. Вот у нас 100 метров. И глубина, допустим, в точке ловли 10 метров. Вот это вот у нас 10. Нам нужно найти вот это вот расстояние. Значит, вспоминаем школьную программу. Теорема Пифагора, прямоугольный треугольник. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть x равно
100 в квадрате плюс 10 в квадрате равно 10 тысяч плюс 100 равно 10 тысяч 100. От вот этой вот суммы мы извлекаем корень квадратный и получаем 100 метров и 50 сантиметров. То есть при дистанции 100 метров и при глубине 10 метров нам нужно взять поправку 50 сантиметров. Если же у вас глубина будет не 10, а 5 или 6 метров, вы по этой же формуле можете вычислить. То есть поправка будет гораздо меньше, ее вообще можно не учитывать. Я не знаю, откуда взялись люди, которые говорят, что нужно давать пол глубины. По моему убежденному мнению, это все ерунда, с геометрией спорить сложно. Ну, это естественно в том случае, если берег у нас тут пологий. Если тут вдруг идут вот такие вот бровки, ну как-то вот так вот оно идет, да, то тогда, конечно, нужно вот это вот расстояние полметра делать чуть больше, но опять же, это однозначно не будет полглубины. Вася, ты бай сказал? Да. Вот. Не Вася, не просто Вася, а полиглот Вася. Да, мы с Васей знаем отлично английский язык. Мы знаем bye, мы знаем hello. И на все вопросы мы знаем одну фразу. I don't understand. Фраза решает все проблемы. Полностью все. Итак, вот у нас Лондон, вот сзади команда. Мы уже прилетели. На этом потихоньку наше видео будем заканчивать. Если вы забыли подписаться, то как раз самое время это сделать. Там есть такая красная кнопка «Подписаться». Тогда вы точно не пропустите то, что мы опять будем снимать в Африке. И, кстати, в комментариях к этому видео вы можете писать все то, что вы хотели бы из Африки увидеть. После турнира у нас уже секретов не будет. Мы уже сможем рассказать, на что мы ловили, как мы ловили, где мы ловили, кого мы ловили, почему мы именно так, а не по-другому ловили. Все, ребята, всем пока.